Всем привет! Дочерняя компания китайского бренда смартфонов Xiaomi Poco представит совсем скоро нашему взору бюджетный смартфон Poco M4 5G. Сразу стоит отметить клиентоориентированность этой компании, так как данная модель построена на системе от компании MediaTek, а именно Dimensity 700. Также она будет выпущена сразу несколькими вариациями: 4, 64 гигабайта флеш-памяти за $170 и 628 гигабайт флеш-памяти за $195. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что хочется отметить, данная модель будет оснащена IPS-экраном для лучшего редактирования фото и более ярких пейзажей на вашем смартфоне. Диагональ 6,58 дюйма отлично подойдет для любителей фильмов или мультиков, а также для буквоедов. А разрешение экрана 2480 на 1080 пикселей позволит вам рассматривать фото без потери качества. Кадровая частота 90 Гц позволит вашим глазам не сильно уставать. А это значит, что время, которое вы проводите со своим смартфоном, не так пагубно скажется на вашем зрении. Для любителей хороших фото есть приятные новости. Основная камера оснащена сразу двумя датчиками. Основной на 50 мегапикселя и вспомогательный на 2 мегапикселя. У фронтальной камеры дела обстоят не так хорошо, как у основной. Там всего лишь 8 мегапикселей, но этого вам вполне хватит для разговора по мессенджеру. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе. Важный плюс пластикового корпуса: он отлично пропускает радиоволны. Также смартфоны лучше ловят сигнал и поддерживают беспроводную зарядку. Пластик открывает широкие возможности для творчества дизайнеров. Можно красить его в любой цвет, экспериментировать с формами и текстурами. То есть действительно очень и очень хорошее решение в наше время. Программная платформа устройства MIUI 13 на базе Android 12. В оболочке Xiaomi нет встроенной рекламы, что немаловажно. Реклама может встречаться в предустановленных приложениях для просмотра видео или аудио. В принципе, никто не мешает ими не пользоваться или просто удалить. Основное, с чем сталкивается пользователь на первом этапе, это многочисленные уведомления с приложениями новых игр от фирменного магазина приложений JetApps. Отключается одним тапом. То есть все решается, и все, на мой взгляд, сейчас очень актуально. Изюминкой этого телефона является стандартный разъем для наушников и ИК-излучатель. Благодаря ИК-излучателю вы с легкостью сможете найти нужный канал на любом телевизоре. Из других особенностей можно выделить особенный порт USB-C, защита от пыли и влаги по стандарту IP52, а также сканер отпечатков пальцев. Еще одна отличительная особенность этой модели телефона: аккумулятор на 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. Габариты Poco M4 5G 163 на 76 на 89 мм. Масса 200 граммов. Новинка, по сути, является клоном китайской модели Redmi Note 11E 5G. Отличие только во фронтальной камере. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Poco, можно сказать, компания Xiaomi, делает все лучше и лучше свои смартфоны. Также вы должны понимать, что это среднебюджетные
гаджеты. Тут не стоит ожидать, что вы получите какие-то сверхъестественные характеристики. Мы получим достаточно неплохой процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 700. Это круто, это круто. Сейчас, как мы знаем, компания MediaTek выпускает с каждым годом все лучше и лучше свои процессоры. И это очень круто, потому что данный процессор не нагревает ваш смартфон. Второе, это, конечно же, стоимость данного смартфона. 464 гигабайта флеш-памяти будет стоить всего $170. Это вообще ни о чем. А если вам этого мало, покупаем версию на 6/128 гигабайт за $195. То же самое. Небольшая разница, но тут мы получаем действительно хорошие технические характеристики. Ну и топчик данного смартфона, как я говорил ранее, это, конечно же, экран IPS. Почему так важен экран IPS? Потому что, как мы знаем, если вы покупаете смартфон с AMOLED-матрицей, там все-таки цвета не такие естественные. Почему многочисленные люди, которые занимаются видеообработкой или фотообработкой, покупают, например, экраны компьютеров или ноутбуки именно с IPS матрицей, потому что они выдают нам более естественные цвета, и это вы должны понимать. То есть, если вы решили купить смартфон, то кому очень и очень тяжело жить с AMOLED смартфоном, конечно же, вот вам IPS гаджет, который действительно заслужит внимания. Ну и основная камера на 50 мегапикселей также вам может предложить достаточно неплохие фотографии. Конечно же, на 2 мегапикселя вспомогательный датчик вам вообще ничего не может предложить. Также, что немаловажно, корпус пластиковый. Плюс, почему плюс? Потому что все-таки данный смартфон будет ловить очень и очень хорошо радиоволны. Вы скажете, ну и зачем мне это? А вот, например, вы поедете в путешествие, пожалуйста, взяли данный смартфон, и он очень хорошо держит связь. Что немаловажно в наше время, потому что точек очень много, а вот смартфоны не всегда хорошо показывают данный показатель. А вот платформа MIUI 13 на базе Android 12 это вообще топчик из топчика. За такую-то сумму мы получаем практически все и сразу. За 100, ну плюс-минус давайте в среднем возьмем, за $180 мы получаем очень и очень хороший смартфон. На мой взгляд, его нужно покупать, потому что сейчас мало среднебюджетных гаджетов, которые вам могут предложить такие технические характеристики. Вот такие дела. Ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.